Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу очень стильную, простую и лаконичную модель сумки. Часто в пабликах она называется магнолия, но стенки этого изделия напоминают бутон тюльпана. Сумочка прекрасно подойдет как городской вариант, так и пляжный, в зависимости от размера. По ходу видео я подробно покажу и расскажу, как связать квадратное дно с переходом от ряда к ряду незаметным визуально способом, как по лицу, так и по изнанке. На каждом этапе буду озвучивать рядность и размер заготовок в сантиметрах, что позволит связать сумочку из любой удобной для вас пряжи. Частично узор дна повторяется и на стенках, что позволяет связать плотную и надежную чашу сумки. Далее перехожу на более воздушный и пористый узор. Это прекрасный способ облегчить вес изделия и ускорить работу. Готовое изделие можно получить всего за один вечер. В видеоуроке я использую пряжу 3 мм, это шнур, и крючок 5 мм. Все необходимые данные по габаритам готового изделия оставляю для вас в конце ролика. Также подробно расскажу, как не запутаться в добавлениях и убавлениях по полотну. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Перейдем к работе. Накидываю нить на ладонь, оборачиваю, минуя мизинец, вставляю крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. Формирую первую петлю, и здесь в начале каждого ряда мне необходимо подняться на нужную высоту ряда. Провязываю еще 2 воздушных. Таким образом, цепочка из 3 воздушных – это первый столбик. Далее буду провязывать столбики с одним накидом. В кольцо мне потребуется в общей сложности 12 столбиков в первом ряду, учитывая первый подъемный. То есть сейчас уже провязано 3, еще 9 столбиков до конца ряда. 12 столбиков готово. Складываю пополам и хорошенько затягиваю петлю. Таким образом столбики замыкаются в круг. Здесь вынимаю крючок, вставляю под первую кромочную косу ряда. Она сразу после первого подъемного столбика. Увожу петлю туда. Далее вставляю крючок с лица в соединение, которое образовалось между первым и последним столбиком. Подхватываю петлю, подтягиваю, регулирую ее размер и рабочей нитью через эту петлю и соединение вывожу столбик следующего ряда. Точно так же 3 воздушные петли. С этого ряда я буду ввязывать край начала и вязать точно так же столбики с одним накидом. В следующем ряду мне необходимо провязать добавление, добавить по 3 столбика в 4 точках. Первая, вторая, третья, четвертая. Эти точки равно удалены друг от друга и сформируют квадратное дно моего изделия. В каждую точку добавления мне нужно провязать 3 столбика следующим образом. Первая точка. Первый столбик уже провязан, накид. В эту же точку провязываю второй столбик с одним накидом. Добавление в этой точке закончится в конце ряда. Далее накид. Следующая точка для провязывания за обе дужки. Подхватываю край начала, тоже ввязываю его в полотно. Столбик с одним накидом. Следующая точка. Накид за обе дужки. Столбик с одним накидом. Первый, второй столбик. В третью точку делаю добавление. 4 столбика с одним накидом.
первый столбик, в эту же точку второй столбик, между двумя столбиками, парами этих столбиков, провязываю одну воздушную. Она сформирует угол на следующий ряд. Накид, в эту же точку столбик с одним накидом и еще один последний столбик в эту же угловую точку. Готово. Вот как это сейчас выглядит. Следующие две точки по одному столбику с одним накидом за обе дужки. Первый и второй. Далее, следующая угловая точка, в нее провязываю 4 столбика. Между парами столбиков провязываю одну воздушную. Накид, первый, накид, второй, одна воздушная и еще пара столбиков. Первый и второй. Готово. Два угла. Далее снова 2 одиночных столбика и угловой. Подхожу к окончанию ряда. 3 угла сформировано, и последний угол завершается в точке начала. Накид, точка начала, столбик с одним накидом, следом еще один накид. И между этими столбиками в углу точно так же одну воздушную. Вытягиваю петлю, вставляю крючок в кромочную косу, увожу эту петлю на изнанку. Теперь вставляю крючок с лица в соединение, подхватываю петлю и формирую столбик следующего ряда. 1, 2, 3 воздушных. Каждый последующий ряд будет похож на предыдущий. В угловые точки я вяжу добавление по 4 столбика, между парами провязываю воздушную. И точно так же в точке начала заканчивается ряд. Здесь сейчас я провязываю 2 столбика, это подъемный и 1 столбик с одним накидом. Далее вяжу до следующего угла. В этом ряду точек для провязывания до следующего угла 1, 2, 3, 4, 5. И на 6-ю буду делать добавление. Каждый следующий ряд количество точек между углами будет увеличиваться на 3. Вяжу столбики с одним накидом до следующего угла. По одному столбику в каждую точку за обе дужки. Готово. Далее добавление. Накид, первый столбик, накид, второй столбик, одна воздушная и еще пара столбиков. Первый и второй. Готово. Первый угол третьего ряда провязан, последующие 3 и соединяю ряд по аналогии с предыдущим. У меня завершение третьего ряда. 2 столбика с одним накидом в точку начала и точку конца. И это последнее добавление в этом ряду. Далее не забываю воздушную между парами столбиков. И точно так же соединяю ряд. Увожу петлю на изнанку. Далее вставляю крючок в соединение, подхватываю петлю и формирую первый столбик следующего ряда. 3 воздушных.
Каждый последующий ряд вяжу аналогично. В угловых точках провязываю по 4 столбика, между парами столбиков 1 воздушная. Навязываю необходимое количество рядов. Если ваша плотность вязания или пряжа отличается, ориентируйтесь на размеры, которые даю в сантиметрах. Сейчас у меня провязано 9 рядов. В последнем ряду между угловыми точками 23 столбика одиночных с одним накидом. Размер донышка около 29 сантиметров. Далее я продолжаю вязать добавления по углам, точно так же, как по ходу всего дна, только теперь мне нужно поддерживать неизменное количество петель по всему периметру. Значит, мне нужно провязывать убавление. Убавление буду вязать в центральной точке от угловых. Здесь, здесь, здесь и здесь. Следующим образом. Я сейчас просчитываю точки для провязывания и нахожу точный центр. Угловая точка. Далее крючок буду вставлять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 раз с этой стороны. И с этой тоже считаю от угла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, по 13 точек. И вот этот центральный столбик я сейчас маркирую. Получается, вот это ровно центр. Так по каждой стороне. Здесь. Здесь и здесь. Проверяю, чтобы эти точки были равно удалены друг от друга. Теперь провязываю добавление в точку начала. 2 столбика у меня получается уже провязано. Далее вяжу столбики с одним накидом в каждую точку за обе дужки. Первый, второй. И у меня осталось 1, 2, 3 точки до маркированного столбика. Значит, я провязываю 11 столбик. И 2 точки до маркера провязываю эти столбики вместе. Не до конца первый столбик с одним накидом. Далее не до конца второй столбик с одним накидом. И протягиваю их вместе. Получается так. И 2 точки после маркера точно так же. Столбик с одним накидом не до конца. Следующий тоже не до конца, и провязываю их вместе. Получается вот такая сборка. Маркер пока не удаляю. Точно так же вяжу по углам добавления и по маркированным точкам в центре по обе стороны от маркера провязываю по 2 столбика вместе. За счет сделанных убавлений края сумки заворачиваются и полотно уходит на рост стенок. Я вышла на новый ряд. Маркированная точка и убавки, провязанные после нее, также остаются центральной частью, где будут сделаны убавления. Сейчас я маркирую кромочную косу между убавками по центру. Переставляю маркер для удобства. И сейчас не довязываю до маркера 2 точки по полотну. Также добавляю в угловые точки. И в центральных точках между угловыми буду провязывать убавление. Также 11 одинарных столбиков с одним накидом. Далее накид. Следующая точка. Провязываю столбик не до конца. Следующий тоже не до конца. И провязываю 2 столбика вместе. Внимание! Та точка, которая была маркирована между убавлениями прошлого ряда, я ее здесь пропускаю. Накид в следующую точку.
не до конца провязываю один столбик, второй столбик и провязываю столбики вместе. Здесь за счет пропуска образуется окошко, аналогично как здесь, только зеркальное. То есть теперь полотно пойдет 4 углами, 4 угла на рост будет и 4 угла на убавление количества петель. Таким образом, количество петель по кругу меняться не будет с этого ряда. Продолжаю до конца ряда. Сейчас от самого начала центра основания у меня провязано 11 рядов. 2 ряда были провязаны с убавлениями, то есть по факту 2 ряда это уже стенки сумки. Чаша готова, теперь я перехожу на более легкий и полый узор, для того чтобы облегчить изделие, сделать его более летним и невесомым. Провязываю также в точку начала 2 столбика с одним накидом вместе с подъемным. Далее буду провязывать через одну точку. И между каждым столбиком провязываю воздушную петлю. Теперь накид, пропускаю одну точку, в следующую точку для провязывания столбик с одним накидом. Воздушная. Снова пропускаю одну точку, столбик с одним накидом. Воздушная. По факту вместо столбика в эту точку я провязываю одну воздушную. У меня образуются ровные ячейки. Так продолжаю до момента, где необходимо будет сделать убавление по полотну. После угла получается 1, 2, 3, 4, 5 столбиков через 1 у меня провязано. Здесь уже провязана одна воздушная. Я пропускаю следующую точку, и это те точки, где мне необходимо сделать убавление. Накид, первая точка, провязываю столбик не до конца, вторая точка, провязываю столбик не до конца, вместе 2 столбика, далее одну точку пропускаю, чтобы образовалось окно, вот такое отверстие, в следующую точку снова столбик с одним накидом не до конца, еще 1 и 2 вместе. Готово. Вот что у меня сейчас получается. Продолжаю воздушная, пропускаю столбик с одним накидом. Так завершаю ряд, не забывая делать как добавление, так и убавление. Следующие ряды вяжутся по аналогии. Не меняется количество столбиков между добавлением и убавлением. Обратите внимание, их 1, 2, 3, 4, 5 с обоих сторон. 1, 2, 3, 4, 5. Я уже вышла на подъем ряда. Накид, в эту же точку провязываю столбик с одним накидом. Далее воздушная петля, столбик прошлого ряда. Провязываю столбик с накидом, вновь образованный столбик с помощью добавления в прошлом ряду. Готово. Вот она ячейка, она на один шаг сдвинулась вправо. Снова воздушная петля, в шляпку столбика прошлого ряда провязываю столбик в текущем ряду. Воздушная петля и так далее. Мне необходимо провязать 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с одним накидом. Следующий столбик я не провязываю, так как количество столбиков из ряда в ряд не должно меняться. Воздушная. Провязываю убавление, накид, вставляю крючок в окошко перед убавлением прошлого ряда. Провязываю этот столбик не до конца. Далее накид, шляпку убавления, столбик не до конца и провязываю 2 столбика вместе. Далее пропускаю точку, которая образует выточку, накид, сначала в шляпку убавления, потом в следующее окошко и провязываю эти 2 петли вместе.
Вот что у меня получается. Немножко в диагональ сдвигается узор. Теперь воздушная петля. Точно так же пропускаю столбик прошлого ряда и вяжу столбик в следующую точку, шляпку над столбиком предыдущего ряда. То же самое, 5 столбиков с одним накидом. Между ними воздушные петли. 3, 4. И здесь вновь образованные столбики, крайний 5. Воздушная петля. Готово. Так далее. Продолжаю ряд за рядом на необходимую глубину. Сейчас у меня провязано 10 рядов облегченным узором. Это 20 сантиметров. 26 сантиметров от дна, когда я начала делать убавки. И сейчас у меня последний ряд. И в этом ряду я немного иначе провязываю в угловых острых точках, для того, чтобы закрепить ручки. Вышла уже на подъем, на новый ряд. И в эту точку не провязываю второй столбик, сразу делаю накид. И провязываю в основание в прошлом ряду добавленного столбика. Воздушная петля. Далее снова в основание в прошлом ряду столбика. Второй получился, 3 столбик, 4 и последний 5. Напоминаю, количество столбиков от вершины к низкому углу у меня не меняется. Воздушная петля. Здесь мне нужно провязывать убавку, накид. В окно провязываю не до конца столбик с одним накидом, снова накид, в основание убавление не до конца, и эти 2 столбика вместе. Далее безвоздушной накид, в основание неполный столбик, снова накид в окошко. И эти 2 столбика провязываю вместе. Здесь уже воздушная, пропускаю убавленный столбик. Точно так же на подъем провязываю 5 столбиков с одним накидом. В эту угловую точку провязываю столбик с одним накидом. Напоминаю, я провязывала по 4. Здесь я провязываю 1. 3 воздушные и второй в эту же точку. Таким образом, вместо 2 центральных столбиков я провязала воздушные, здесь образовывается окошко. Так до конца ряда. Завершается ряд тоже столбиком, покажу как, и здесь тоже образуется такое окошко. В конце ряда точно так же в точку начала я провязываю столбик с одним накидом, те самые 3 воздушные, и делаю соединение по аналогии с прошлыми рядами. Подъем на следующий ряд, столбик без накида. Еще один в окошко столбик, и далее иду по обвязке столбиками без накида. В окошко у меня получается 1 столбик, и в основание столбика прошлого ряда 1, в окошко 1 столбик и в основание 1 столбик. Соответственно, в угловые петли провязываю в окошко по 3 столбика без накида. Завершается ряд столбиком без накида в точку начала. Далее я отрезаю с небольшим запасом нить, вытягиваю край и делаю соединение в первую кромочную косу.
возвращая нить в исходную точку и прячу по изнанке. Сумка готова, очень необычная, лаконичная и простая в исполнении. У меня ручки на винтах, длина ручек порядка 50 сантиметров. Также можно связать ручки из полотна. Но хочется сказать, что из 3 мотков по 100 метров у меня остался вот такой небольшой остаток пряжи. Сумку можно связать большего или меньшего размера. Прекрасно будет смотреться как в роли городского шопера, так и пляжного варианта. Донышко сумки квадрат. Далее переходит в стенки. Лаконичный верх. Очень вместительная и при этом объемная и не тяжелая. Сумка прекрасно смотрится как с лица, так и с изнанки. Не требует вшивания подкладки. Параметры готового изделия. Общая глубина сумки порядка 39-40 сантиметров. Ширина 35 сантиметров. Глубина по облегченному сетчатому узору 23 сантиметра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!